Николай Константинович Рерих. Картина «Вестник». Художник посвятил картину Елене Петровне Блаватской, основательнице Теософского общества, автору ряда фундаментальных трудов по теософии. По признаниям современников, Елена Петровна была ученым, пианисткой, художником, философом, писателем и, кроме того, неутомимым воином света. В одном из своих писем супруга художника Елена Ивановна Рерих дает такую характеристику Блаватской. Именно Елена Петровна Блаватская была огненной посланницей Белого Братства. Именно она была носительницей доверенного ей знания. Именно из всех теософов лишь Елена Петровна Блаватская имела счастье получить учение непосредственно от великих учителей в одном из их ашрамов в Тибете. Именно она была великим духом, принявшим на себя тяжкое поручение – дать сдвиг сознанию человечества, запутавшегося в мертвых тенетах догм и устремлявшегося в тупик атеизма. Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания. Елена Петровна Блаватская – истина, наша национальная гордость, великая мученица за свет и истину. Елена Ивановна Рерих перевела на русский язык основополагающий труд Блаватской «Тайная доктрина», а также избранные письма Махатм, учителей человечества, к некоторым деятелям теософского общества. Эта книга получила название «Чаша Востока». В «Тайной доктрине» впервые в истории человечества были озвучены многие тайны эволюции космоса и человека, раскрыты возможности его безграничного духовного развития. Рерихи знали истинный и сокровенный смысл жизненного подвига Елены Петровны Блаватской. С глубоким уважением говорили и писали об этой великой женщине и ее творчестве, защищали ее имя. Картина существует в 3 вариантах. Второй вариант 1924 года был написан Рерихом в Индии, специально для того, чтобы заложить основы музея Блаватской при штаб-квартире Теософского общества в Адьяре. Все 3 варианта картин «Вестник» имеют сходную композицию. Действие картины происходит в интерьере буддийского храма, что видно из настенных росписей. На ней изображена женщина, которая ранним утром открывает дверь, чтобы встретить Вестника. Фигура Вестника символизирует облик одного из великих духовных учителей Востока. Он почтительно приветствует женщину традиционным жестом правой руки. В левой руке он держит некий предмет, похожий на ларец или книгу. На заднем плане открытой двери видно рассветное небо, золотые отцветы на облаках, напоминающих молнии, и заснеженные сине-голубые горы. Когда мы смотрим на эту картину, наши мысли направлены на Вестника. Какую весть он принес? Как долго он шел, чтобы доставить эту весть? И готовы ли принять весть ждущие его? На многие мысли и размышления наводит сюжет картины. Замечательно сказал в своей статье мой вечный учитель, сын Николая Константиновича, Святослав Николаевич Рерих. Вы должны
тоже ждать и искать того вестника, который жив и который постучится в вашу дверь. Картина Николая Константиновича «Вестник» именно тем и прекрасна, что она описывает этот момент вестника. Поэтому, дорогие друзья, будем стремиться к этому, будем строить этот мост между нами и теми, кто продвинулся дальше. Будем строить прекрасную жизнь. И я вам скажу, что лучший дар, который вы можете принести человечеству, это улучшить себя, стать лучшими людьми, стараться построить более красивую, прекрасную и богатую жизнь. Потому что этот дар вы принесете другим, которые, может быть, смогут воспользоваться им, и вы осветите их жизнь.